Та-да-да-дамческий та-да-да-дам. В игре Mars 4 появился новый марсоход. Это тачка-добытчик. Называется Карканда. Попробуем вызвать ее и взглянуть, как это все выглядит. Оу, щит. Он такой огромный. Или она. Вы только зацените-ка. Карканда по сравнению с Карипеном. Это просто могучая скала. Так. Попробуем запрыгнуть в нее. Оу, А что это мы тут видим? Warning говорит no fuel. А в качестве fuel, я так понимаю, используется гидроген. Включаем. Опа. Целая панель приборов появилась, а? Как вам такое? Попробуем прокатиться, пролететься. Путь. Я поеду на свой же трамплин, который я строил для Карипена. Вот такие вот дела. Прям на трамплин. Расход топлива чуть больше 20 литров в минуту. Мне вот интересно, она вообще вместится на этот трамплин, либо его придется перестраивать. Очень неповоротливая, медленная, большая марсианская тачка. Ну что, берем разгон. Вперед на трамплин. Оу, она даже прыгнула. И у нее даже есть фонари. Фонари освещают путь-дорогу. Также мы видим карту по центру, расход топлива, компас, скорость и еще какие-то циферки от единички до 7. Помимо того, что в игре появился новый вид транспорта, транспорта-добытчика под названием Карканда, также для игроков возможна аренда транспорта в случае, если игрок имеет только землю, но не имеет транспортных средств. Посмотрим, как это выглядит. Это все мои земли. Мы видим, что земля под номером 80653 практически полностью исследована. Плюс здесь получилось добыть никель, как раз таки арендованный Каркандой. Также мы видим, что свою Карканду я отправил в вечное путешествие. Случайно перепутал и отправил Карканду на исследование. Эта тачка не приспособлена для исследования, а лучше справляется все-таки с добычей. Но по ошибке так уж получилось, что работает в качестве разведчика ресурсов. И кнопку отмены разработчики пока не завезли. Из того, что удалось исследовать, это сера, кремний, 2 даже серы, никель и железо. На другом участке у меня есть реголит и Frozen H2O. Это вода. Вот также трудятся 2 арендованных карипена. Один эпик, один обычный. Чтобы отправить исследовать участок, жмем на него. Вот здесь вкладка — это те транспорты, которыми мы владеем. У меня сейчас свободных нет. И рядом вкладочка Торрент. Взять в аренду. Взять в аренду для того, чтобы исследовать участок. Так вот, допустим, мы хотим добыть Frozen H2O. Ну, почему бы и нет. Жмем на участок. Выбираем Торрент. Ищем в предложениях Карканда. Вот Карканда Epic, здесь нужно быть осторожным и смотреть на процент you get, это то есть сколько мы получаем от добычи. Здесь стоит 50%, это значит, что 50% получает владелец Карканды, у которого мы арендуем, и 50% получаем мы. Не очень хорошее предложение, поэтому я предлагаю взять Карканду Classic за 3250 марсов, и здесь мы получаем все 100%. Опять же, шанс на успех 75% у классика. Не факт, что она вообще что-то добудет, но все ж таки.
Выбрали, выбрали. И подтверждаем свой выбор. Confirm. И видим, что статус этого участка поменялся на майнинг. То есть арендованная Карканда начала добывать для нас лед. И еще раз говорю, это не значит, что она добудет. Шанс невелик. Карканду для добычи никеля на этом участке я брал легендарную. Спасибо товарищу Ворону, он подогнал мне свою легендарную карканду для добычи никеля. Соответственно, вот в этой вкладочке у меня появился никель, эпический ресурс. Вот такие вот дела. В общем, что я могу сказать? Участков еще исследовать предостаточно. Ресурсов для добычи еще тоже выше крыши. Поэтому медленно, но верно мы добываем ценные ресурсы. На странице MyInventory мы видим, что мне принадлежит два марсохода, это Карканда и Карипен, и оба из них трудятся. Один на разведке Карипен, второй, ну так уж получилось, что тоже на разведке. Ошибочно нажал, и теперь он у меня в заложниках в общей сложности получается на 2 месяца. И также появился в инвентаре никель, который был добыт с помощью арендованной легендарной Карканде. Еще раз спасибо Ворону. Помимо того, что мы можем брать в аренду тачки для добычи либо исследования, также, если есть свободная тачка, можете также выставить предложение для арендатора. То есть свою тачку тоже можно сдавать в аренду. В случае, если свои все участки исследованы, все ресурсы добыты, пожалуйста, выставляйте. То есть, что можно сказать? Игра начала приносить доход в виде токенов Marsfo, в виде монеты проекта, монеты игры. Здесь также видна вся история транзакций на вот этой странице, на странице профиля. В заключении скажу, что исследованная земля, исследованный участок добавляет productivity score, вот этих поинтов, которые будут иметь решающее значение при голосованиях. Голосованиях за будущее проекта при принятии решений, как быть дальше.